Всем привет! Сегодня выпуск будет об экипировке «Ратник» и о танке Т-90М. По просьбе моего подписчика я изучил возможность сделать ролик об экипировке «Ратник», но информации на полноценный ролик не набралось, так что поделюсь с вами тем, что нашлось. Боевая экипировка военнослужащего «Ратник» начала поступать в войска с 2012 года, но только в 2015 году армия получила первую серийную партию «Ратника», а уже с 2017 начались серийные поставки экипировки второго поколения. Всего ЦНИ и Точмаш госкорпорации Ростех за 8 лет поставил в войска почти 300 тысяч комплектов боевой экипировки «Ратник». По данным из СМИ, я попытался восстановить динамику передачи комплектов по годам. Как вы понимаете, цифры получились очень приблизительными. С 2012 по 2014 год в войска поступило до 20 тысяч комплектов. В 2015 около 80 тысяч. По 50 тысяч в 2016-2017 годах. В 2018 году в районе 50-60 тысяч. И в 2019-2020 годах по 18. Теперь посмотрим, что сами военные говорят об укомплектованности экипировкой «Ратник». В 2016 году заместитель начальника береговых войск ВМФ России Дмитрий Гнездилов сообщил, что боевая экипировка «Ратник» поставлена во все соединения морской пехоты. Также он отметил, что от общевойсковой комплектации экипировка отличается плавающим бронежилетом «Корсар». В свою очередь, в 2018 году командующий ВДВ Андрей Сердюков сообщил о завершении переоснащения ВДВ средствами защиты «Ратник». А в 2019 главнокомандующий сухопутными войсками генерал армии Олег Солюков заявил, что экипировкой «Ратник» снабжены 70% военнослужащих сухопутных войск. В продолжении темы расскажу о третьем поколении «Ратника». Оно получило название «Сотник». Его возможный облик был представлен на выставке «Армия-2018». В новый комплект могут войти пассивный экзоскелет, микробеспилотные летательные аппараты, противоминные ботинки, противотепловой и противорадиолокационные костюмы и многое другое. Правда, техническое задание для его разработки планируют получить только в этом году. Теперь перейдем к загадочному танку Т-90М. В начале марта Уралвагонзавод передал первую в этом году партию танков Т-90М «Прорыв». Это уже третья или четвертая партия, третья, которую я смог подтвердить, ссылки, как всегда, будут в описании, и четвертая по мнению экспертов. Также, по мнению экспертов, в 2020 году тремя партиями были переданы все 30 танков первого контракта. И сейчас, видимо, начались поставки Т-90М в рамках второго контракта. Учитывая то, что до сих пор нет точной информации о том, какие именно танки были переданы по первому контракту, все 30 новой постройки или новых было только 10, а остальные модернизированы, сделать полноценный ролик по Т-90М пока не представляется возможным. На этом все. Поддержать канал вы можете по ссылке в описании. Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комментарии о «Ратнике», «Сотнике» и Т-90.